Для многих 30-летняя девственность, пребывающая в сохранности, ассоциируется с нездоровьем, отсталостью, неуспешностью, нередко представляется им как приговор. Но это мнение большинства людей ошибочно, ведь девственность – это есть признак душевного и телесного здоровья, ведь девственник, сохраняющий свою девственность, избегает множества половых заболеваний, девственник не поглощен половой страстью. Нередко его тело желает познать тело противоположного пола, однако она желает теоретически, тогда как человек утративший девственность желает умножить свое практическое познание, и эта тяга к познанию на самом деле наркотическая животная похоть, которую разумный человек стремится избежать. Сохраняющий свою девственность человек прогрессивен, ибо он протестует против разврата, столь быстро распространяющегося по миру. И, безусловно, девственник является победителем. Он успешен в борьбе с пороком. И, конечно же, 30-летняя девственность не приговаривает, но дает свободу. Здесь стоит уточнить, что неправильно измерять девственность годами, так как с течением лет она не изменяется, но пребывает в добродетельном покое. Девственность есть добродетель, потому что девственник верен той единственной женщине, которую он полюбил, или которую ему только предстоит полюбить. Или же он пока что не встретил ее, но уже любит. Одно он знает точно. Девственность человека – это доказательство его любви. Девственность неизменна. Девственность запрещает измену, тогда как разврат приветствует измену. Девственность подвергается воздействию различных соблазнов, степень напора которых различна, и от борьбы с которыми зависит жизнь девственности, потому что в ранней юности соблазны более страшны, нежели чем в более зрелом возрасте. Так в моей жизни был случай, когда мне было около 15 лет. Тогда знакомая мне девушка предложила мне совершить с ней блудодейство. Видимо, тогда она усматривала во мне некоторую привлекательность, да и сама она была внешне привлекательна. Однако в ответ я ей отказал. Я сказал ей «нет», потому что тогда в моем еще не созревшем мировоззрении все же была романтика. Ведь я не любил эту девушку. Она не была моей единственной возлюбленной, значит, близость между нами была невозможна. После этого моего отказа она делала еще несколько попыток сблизиться со мной, но я ей все так же отказывал, ведь я ее не любил, как, впрочем, и она меня не любила. Она даже признавалась в том, что не верит в любовь, а телесная близость для нее всего лишь безответственное удовольствие. После этого случая были еще соблазны, но романтика меня уберегала. Не вера и не религия меня сберегли. О них в ту пору я ничего не знала, кроме внешней обрядности. Но именно романтика сохранила мою девственность. Ведь очень важно для романтика быть верным своей возлюбленной, даже тогда, когда встречи с ней нет и намека. Но люди не романтичны. Они блудят. То спят с одним человеком, то с другим, третьим и так далее. Мне всегда хочется спросить у женщины, которая не сохранила свою девственность, которая со многими мужчинами блудодействовала. Вот, повстречаешь ты мужчину, который все это время, пока ты блудила, был верен тебе. Он сохранил свою девственность, и ты полюбишь его. Ну а ты сохранила? Нет, не сохранила. Что ты тогда почувствуешь? Ты была ему неверна. Ты растоптала вашу любовь. И чтобы таких трагедий не происходило, важно сохранять свою девственность, причем в любом возрасте. Если вы пока что не встретили своих возлюбленных, то не стоит отчаиваться. Девственность – это радость о чистоте, а никак не уныние. И разве верностью любимого человека может быть печаль? Верность – это путеводитель любви. Верностью любовь живет, а в измене любовь не зарождается. Потому теряющий свою девственность с нелюбимым человеком тем самым совершает самую настоящую измену, а измена противна романтике.
Также поцелуй должен происходить только с одним единственным любимым человеком. Ведь поцелуй и объятия – это телесная близость, которая должна происходить только при взаимной любви. А без любви не должна происходить вовсе. Потому и нецелованность очень важна. Важно познать близость только с человеком, которого любишь. Любимый человек является одним единственным во всем мире, уникальным во всей вселенной, самым лучшим из всех людей. И вот когда мужчина и женщина встретились и полюбили друг друга, он и два действенных человека всего мгновения обретут друг друге благодатное чувство любви. Они всегда были и будут верны друг другу. Если они того захотят, то они могут сблизиться телесно, и эта близость произойдет в их жизни впервые. Только такие отношения действительно плодотворны. Настоящая любовь основывается на девственности, именно она является основой для любовных отношений и последующее обоюдно согласованного деторождения. Ведь девственная любовь беспорочна. Такая сформировалась годами во мне романтическая картина, которая много раз оберегала мою девственность. Если бы каждый из людей мыслил бы так же, то люди бы не утратили бы свою девственность по глупости, в опьянении, подавлении общества и массовой культуры. Только представьте, насколько это страшно оказаться неверным своей единственной возлюбленной. Однако не страх должен сохранять вашу девственность, но храброе решение быть сильным пред всевозможными искушениями. И разве после моих слов можно ли назвать слабыми и отсталыми тех, кои верны своей любви? В таких романтических действенных людях есть вера в любовь, и онная вера придает им сил быть верным своей мечте. В то время как общество говорит только о демографии, о сокращении населения, и при этом не произносит ни слова о любви, словно уже никто не верит в любовь, в ту чистую любовь двух людей, в отношениях которых самым главным является сама любовь, а не деторождение, материальный достаток или общественное положение. Но все в обществе сводится к материальному, к физиологии, потому люди обесцениваются. Одни люди легко заменяются другими, как и отношения утратили сакральность, а телесная близость утратила таинственность. Если люди окончательно потеряют веру в любовь, то и романтика перестанет существовать, как и действенность станет мифом. И воцарствует обнаженная, густонаселенная животность, механически выполняющая определенные действия воспроизводства, а о моральности таких действий уже никто не задумается. Чтобы этого не произошло, нам нужно верить в действенную невинную любовь. И не только верить, но и девственно любить.